Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я сегодня хочу провести прямой эфир, как получится, небольшой или довольно объемный, на ту тему, какие боги за что отвечают, за какую сферу деятельности они отвечают, и с какой просьбой к кому из них именно лучше обращаться. Ну, естественно, я объясню, каким богам обращались напрямую, каким только через жрецов. Итак, начнем. Почему более всего, скажем так, нам близки и знакомы боги Греции, которые через некоторое время становятся богами Рима и принимают римские имена. Но функции те же самые, роли те же самые. Дорогие друзья, наверное, потому что боги Греции, они очеловечены, человекоподобные боги. И нам, как человекам, как людям, намного удобнее воспринимать богов, видя в них человеческие черты, схожие с нами. Нам лучше воспринимается информация, когда мы видим. Как мы говорим, своего Бога я хочу видеть. И очеловечивание богов в Римской империи началось довольно давно, почти 3000 лет назад, когда мастерство изображения человеческого тела достигло своих высот. И почему именно, скажем так, культура Греции приводится нам в пример? Потому что то, что мы только сейчас можем добиться, да, с помощью высоких технологий, с помощью определенных программ и прочее, прочее, люди добились этого почти 3000 лет назад, а то и больше. И, естественно, они хотели присвоить определенные черты своим богам. Естественно, для того, чтобы просить их помощи, они хотели взять какой-либо атрибут, напоминание о них или какое-то место поклонения создать у себя дома, то есть усилить свою связь с этим божеством. И поэтому греческая культура нам близка. И именно через греческих богов мы понимаем суть божества, мы понимаем их роль в жизни человека и прочее. Но до появления греческих богов эти боги были безлики, они были, то есть их вместилище был космос, и их черты, их сила сливалась воедино с хаосом. То есть потом, отдельно поняв функции каждого божества, люди начали давать им человеческие обличия. Дорогие друзья, боги руководят сферами жизни человека. Ничего не создано с воздуха и ничего не создано из ничего. Все имеет свое логическое объяснение. Все, что у человека есть, это все божественное начало. То есть вот все наши чувства, все наши страсти, все наши стремления, желания, все аспекты нашей жизни, это все взято оттуда. То есть каждому аспекту человеческой жизни имеется определенное божество, которое этим руководит. Например, любовь, любовная сфера, семейная сфера, создание семьи, защита рода, продолжение рода, рождаемость нового человека, война, деньги, денежная сфера, удача, страхи человеческие, фобии, да, вторая сторона медали. То есть все, что
Здравствуйте. Все, что есть в нашей жизни, эти все чувства, желания и все разновидности различных аспектов жизни человека, это все пришло в нашу жизнь не случайно. Изначально были боги, а потом боги наделили человеку, каждый из этих богов, вот этим аспектом, этой стороной жизни. Меня часто спрашивают боги разных народов. Дорогие друзья, у каждого народа есть свое название богам, но боги те же самые. Например, у греков Зевс, у римлян Юпитер, у африканских племен бог зомби, повелитель грозы, молнии, создатель человека. У армян Арамаст, у грузин Армазий, у северокавказских народностей Делла, верховный бог, у индусов Вишну. То есть это то же самое божество, здравствуйте, но у разных народов он по-разному называется. Функции одни и те же. Ну, может быть, плюс-минус что-то добавлено своего. Так в чем вот, например, есть смысл обращаться к этим богам, называя их разные национальные принадлежности? Например, если мы обращаемся к Венере или к Афродите, это больше западная традиция Афродита. И если мы обращаемся, например, к богине Астрик, которую называют армянской Афродитой. У грузин Афродита является Мзекала, та, которая дарует красоту, любовь, страсть и так далее. У африканских племен это Ошун, показываю, вот она. То есть это то же самое божество, которое у каждого народа по-своему называется, но функции этого божества одни и те же. Понимаете меня? Но плюс-минус. То есть определенные функции, взятые у какого-то народа, немножко другие, эти немножко... Каждому богу, невзирая на то, что боги одинаковые, у всех народов те же самые боги, в любом случае есть традиция обращения. Например, вот эта традиция обращения более древняя, и она более сильная. То есть веками взятая энергетика человечества, поколений, которые постоянно, то есть по этому типажу, да, по этому примеру обращались к этому божеству, оно очень сильное. Например, обращение к богине Астрик для красоты сработает сильнее, чем обращение к Афродите. Потому что Астрик, культ Астрик была намного древнее, чем культ Афродиты. Хотя есть еще один аспект в этом деле. Вот смотрите. У кого-то предки европейской цивилизации. Правда, европейская цивилизация тоже ушла из Междуречия. Но в любом случае, у кого-то предки европейского, скажем так, уклона, да, европейских генов. И если этот человек обращается к богине Афродите, то у нее получается быстрее, чем человеку, который азиатские гены или восточные гены. Человек, у которого восточные гены, обращаясь к богине Астрик, получает быстрее эту помощь. Многие, которые живут в Европе, в России, будучи темноволосыми, кореглазыми и так далее, понимают, что где-то в любом случае далекие предки все-таки были оттуда, да, из южан. Может, из Малой Азии, может, из Месопотамии, может, из Востока. Они понимают это. И поэтому, осознавая все-таки свою южность больше, они могут, например, предпочесть обращение к восточным божествам. У них сработает лучше. Я вам уже приводила пример. Ритуал для кочевников, который очень хорошо срабатывает у людей,
Поволжья, у людей Ростовской области, у людей Краснодарского края. Вот там живущие люди, они очень, то есть выбирая вот эти вот ритуалы, очень быстро получают результат, потому что у них есть определенная кровь кочевников, потому что там жили сарматы, скифы, печенеги, да, хазары и так далее, и так далее. Это народы кочевые были изначально, потом обосновались. Ну, кроме сарматов, извиняюсь. Естественно, у них быстрее получается. Итак, функции богов. Давайте обсудим именно функции богов и какие боги за что отвечают, каким богам можно обращаться простому человеку, каким богам обращаются с помощью практика, потому что это боги темных сфер. Начнем от нашей любимой Фортуны. Фортуна – римское название, греческое название Тихе, испано-дакское название Фелиция, счастливая. Фортуна, Фелиция, Тихе. Ее аналог, то есть ее воплощение в индуизме Лакшми, ее воплощение на Востоке Сайда Мазирон, ее воплощение в буддизме, да, ну в буддизме, буддизм делится на несколько аспектов, сейчас долго не будем обсуждать. Скажем, азиатское там, азиатское божество. Юань ее звали. Сейчас есть несколько различных названий, не буду вас путать. Это ее воплощение в азиатской культуре, собственно говоря. Ее воплощение в африканской культуре Ошун. Потому что Ошун соединила в себе две функции, то есть Афродиты и Фортуны. Ее воплощение в армянской культуре Наны. Но Нана соединила в себе материнство, сохранение рода и принесение удачи семьи. Итак, с чем обращались к ней? Она сама судьба. Хотя ее изображают такой легкомысленной девушкой с этим рогом изобилия. Рог изобилия, кстати, любимой козы Зевса, Алкмены. Она довольно серьезное божество. Я знакомила вас с одной стороны ее функции, но у нее есть различные, скажем так, ипостаси и различные функции. Например, привет, Ян. Она отвечает не только за удачу, за деньги, за фарт, везение и прочее, прочее. Она сама судьба, дорогие друзья. В ее руках судьба людей. И если она отвернется от человека, то можно считать, что, скажем так, ничего хорошего в жизни человека быть не может. Каким бы вы профессионалом ни были в этом мире, вам нужно еще капелька везения. Кроме трудолюбия, кроме всего прочего, вам нужна капелька везения, то есть помощь фортуны. Что дает фортуна? Нужных людей, нужные моменты, нужные обстоятельства, которые складываются так в вашу пользу, что вы выходите из любой игры победителем. К фортуне обращаются для того, чтобы умилостивить ее, чтобы обратить в свою сторону. Одно время в Греции вообще к фортуне, к храму фортуне не допускали простых людей. К ней обращались только через жрецов. Настолько это серьезное божество. О ней пишет Тацит, о ней пишет Сенека, о ней пишут многие историки и философы того времени, даже Иосиф Флавий, говоря о том, что Фортуна была настолько популярна и знаменита, что даже племена севера поклонялись ей и ставили ей алтари, считая ее божеством изобилия и
неиссякаемой радости в жизни. На почве культа фортуны одна из северных богинь перевоплощается в фортуну. То есть принимает функции фортуны. Габондия. Северная Габондия. Если помните, северная фортуна Габондия, я вам давала ритуал Габондии. Так вот, ритуал Габондии, как ни странно, помогает людям быстрее приобрести жилье. Это уже не первый случай, когда мне люди пишут, либо они были поставлены на очередь и ждали, либо еще что-то. Но ритуал с Габондией, северной фортуной, дает людям возможность быстрее получить жилье. Так что ищите северную Габондию. Кто ищет, тот всегда найдет. Далее. Можно ли обращаться к фортуне лично человеку? Да. По поводу чего? По поводу всего. По поводу помощи в делах, по поводу удачи, по поводу новой жизни, по поводу перемен в жизни, по поводу того, чтобы судьба была милостилива к вам. И Северная Габондия, где в книге, по поводу личной жизни нет. Личную жизнь закончили, закрыли. Хватит с личной жизнью. Хорош. О личной жизни потом поговорим. Не только личная жизнь, еще существует и другие вопросы. В книге имеешь в виду, где Габондия? Это надо отдельно в книгах потом посмотреть и объяснить по книгам. Естественно, у меня есть Габондия «Северная фортуна». Мы издавали. А на полке нет Габондии, нет. К сожалению, ее статуи нет. Это очень древний культ, и поэтому ее нет. Ее воплощение в фортуне. Нету, я. Итак, перечислим. Фортуна, Фелиция, Тихе. Значит, в индуизме она Лакшми, в армянской культуре она Нане, в африканском культе она Ошун, и в грузинской культуре она Мзекала. Вот в грузинской культуре и в африканской, да, именно вот в культах, Фортуна и, то есть Афродита слились воедино. Считалось, что практически одна и та же функция. То есть для женщины семейное счастье – это вот самое главное, что есть, и есть фарт. Поэтому их, да, еще есть Сайда Мазерон, Юань. Ну, собственно, все вроде перечислила. Итак, к ней обращаться по поводу денежной удачи, карьера, по поводу взлета в жизни, по поводу получения внезапных даров, подарков и к ее всем воплощениям, к ее всем ипостасиям у разных народов, точно так же по этому вопросу обращения. Пойдемте далее. Так, где у нас боги? Вот сюда. Сначала скажем про как бы светлые стороны богов, да, которые можно для всех, а потом уже пойдем дальше говорить. Так, Афина Паллада. К Афине Палладе обращаются для того, чтобы получить знания и чтобы суметь эти знания отстоять. Чтобы суметь отстоять эти знания и прославиться через эти знания. Пойдемте далее. Керн, вот рогатый бог, он здесь плохо виден. Сейчас покажу. Боги лесов. Керн или Ацха. Ацха – это в кавказских, закавказских традициях. К нему обращаются, когда болеет животное, когда животное потерялось. К нему обращаются за помощью, чтобы защитил животное, защитил скот, защитил хозяйство и прочее, прочее. Ацха – защитник вообще с животного мира.
И если у вас есть определенные трудности, или вы работаете в этой сфере, или выращиваете собак для продажи или кошек, ну, так называют выращивать, или вы содержите, скажем, приют с животными, то Бог Керн вам в помощь. Далее. Гигея. Да. Гигея – дочь Асклепия, бога врачевания. Она помогает от женских болезней. И далее, вот Асклепий или Эскулап, бог врачевания. К нему обращаются, но обращаются только через жрецов, относят ему черного петуха, после чего он снится и говорит, как нужно лечить болезнь, и иногда говорит, куда поехать лечиться. У меня была пациентка, скажем так, был человек, который много лет искала помощи. Напишите на армянском, Гаяна, здесь у нас русскоязычный форум, чтобы всем было понятно. Так вот, и ей сказали, поезжай в Самару. Она поехала в Самару, нашла там врача, и этот врач ее вылечил. Доброе утро. Далее. Ники или Ника. Она богиня победы. Можно ли обращаться к Нике? Можно, но очень осторожно, потому что она темное божество, она не светлое божество. Ну, светлых нету, я имею в виду такая, ну, не безобидное божество. Ника была той, которая принесла победу богам, и после этого она стала подругой Афины Паллады, она стала путницей Зевса. Ой, сидит у него в руках Ника. Ника – дочь Стикса, реки Стикс. А река Стикс протекает между мирами живых и мертвых, через мертвое царство. Боги клялись и клянутся водами реки Стикс, потому как она родила победительницу, которая дала им возможность воссесть на трон и править. Это одна из главных божеств Олимпа. И обращение к Нике, собственно говоря, не каждому разрешено. И по очень-очень серьезному поводу. Если вы чувствуете, что у вас нет сил и возможности, вот к ней можно обращаться. Ника покровительствует водолея. И жизнь водолеев, собственно говоря, война, война и война, вечная война. Подкидывают ей боги эту войну, чтобы она в этой войне усилилась, стала мудрее, сильнее, непобедимее. Итак, пойдемте далее. Пока называю тех богов, к которым можно обращаться обычному человеку. Инанна Иштар, Астарта. Можно ли обращаться обычной женщине к ней? Можно, но очень редко. И то, когда чувствуешь, что другого выхода нет. И то, узнав у практика правильное обращение. К ней обращались женщины, которые зарабатывали своим телом, и она отправляла им клиентов щедрых и хороших, иногда выдавала замуж. К Иштар обращаются для помощи в содействии, то есть в отсечении врагов. К Иштар обращаются для страсти и любви. Но своими словами не смейте даже это делать, потому что она очень жестокое божество, и просто так рискнуть к ней обращаться – это дурость. Только через практикующего человека, узнав, как лучше сделать. Исида – покровительница материнства, главное божество, за определенной помощью, не зная, как это сделать. Но Исида помогает в семейных делах, поскольку она очень любила своего мужа,
Исида помогает удержать мужчин. О, сейчас все побежали к Исиде. На колени встанут и будут умолять, чтобы их ахламоны не ушли к другим дурам. Далее. Да. Ганеша. Ганеша – открыватель дверей. Дорогие друзья, когда в вашей жизни безысходность, обращайтесь к Ганеша. Он обязательно откроет двери и выпустит вас в новый мир. После обращения к Ганеша люди начали приобретать жилье, начали покупать дома, начали развивать бизнес. Ганеша открывает, Ганеша убирает безысходность. У меня есть ритуал Ганеша, можете открыть, посмотреть, их несколько. И обращаться к ней. К нему, извиняюсь. Да, Ирида, точно. Ирида, прошу не путать с Иридой. Ирида, скажем так, да, это точно. Ирида – это богиня раздора, а Ирида – это радуга. Она есть, то есть связующее звено. Она посланница богов. И Ирида Радуга передает богам просьбы людей. И к ней обращаются для того, чтобы передать через нее самые сокровенные желания, которые существуют. У меня есть ритуал обращения к Ириде. Шива. От нехватки энергии в жизни помогает Шива. Но есть две стороны Шивы. Это просто Шива, а есть Шива Натарадж. Танцующий Шива, отсекающий врагов. Вот Шива Натарадж простому человеку держать не рекомендую. Считается, что он таким образом создает огненный круг и отсекает врагов. Но такие статуи стояли только в храмах, и нельзя было, не разрешалось, значит, обычному человеку к таким статуям подходить. К обычной статуе Шива можно подойти, к Шиве можно обратиться, просить помощи, просить силы, энергии, но там, где Шива Натарадж, вот танцующий, этих статуй опасайтесь, потому что он может отсечь не только ваших врагов, он может отсечь и вашего мужа, он может отсечь и самое лучшее в жизни, потому что ему нужно танцевать, двигаться, он должен тратить свою энергию на что-либо. И он может потратить свою энергию и, собственно говоря, испоганить вам жизнь. Учтите. Значит, ой, все. Дурга. Обращение к Дурга. Можно, но опять же, в острых случаях, если у вас есть необходимость в защите. Она защитница женщин, угнетенных женщин. При ее храмах создавались для женщин условия, чтобы они убегали от своих мужей самодуров или жестоких недочеловеков и жили в храме Дурги. Это одно из воплощений Кали Шахти, поэтому это богиня агрессивная. Это богиня отсекающая, это богиня ненавидящая мужчин. И если вы слишком увлечетесь, и тем более, если у вас будет дома статуя Шивы, ее Дурги, то со временем ваш муженек от вас отсечется очень благополучно. Это имейте в виду. К ней обращаться лучше без статуи, обращаться за помощью. У меня есть ритуал, кажется, я выставляла, если не ошибаюсь, обращение к Дурге за помощью, за защитой. Что хочет этот товарищ? Иди спи. Как дед старый ходит тут, бурчит. Значит, дальше. Ешода и Кришна. Влюбленные боги.
с небесной коровой, символом божества. Здесь не видно, вот показываю. К ним индусы обращались для соединения пар. Это среднее звено богов, и к ним можно обращаться без посредников. Но я думаю, что навряд ли вам это пригодится, это нужно знать вам. Здравствуйте. Так, далее. Значит, Сарасвати. Богиня с музыкальным инструментом чанг. Сарасвати – покровительница искусств. Сарасвати, дающая новые идеи. К Сарасвати обращались для того, чтобы узнать что-то новое, для того, чтобы суметь более интересные проекты представлять миру, для того, чтобы как бы обогнать своих конкурентов. Поэтому Сарасвати рекомендуется и можно. Обращение к Сарасвати есть у меня. Я там объясняю, почему ей нужна вода, потому что она родилась из вод и путешествует на белой лебеди. И обращение к Сарасвати, скажем так, нужно для новых идей, для творческого взлета. Кстати говоря, вот вам сейчас найду, где она красавица. Вот она, Фортуна на лебеди. И Сарасвати с Лакшми, которые лучшие подруги, путешествуют на лебеди. Как я вам уже говорила, боги одни и те же, просто у разных народов называются по-разному. Так вот, Лакшми – это индуистская фортуна, а это греческая фортуна на лебеди. Понимаете? Вот индуистская фортуна путешествует на лебеди. О чем это говорит? Это говорит, что корни все-таки одинаковые. Согласны? Так, пойдемте далее. Кто? Так, Гея. Богиня Земли Гея. Вот она. Другое ее воплощение – это сидящая женщина, беременная. Иногда ее изображают абсолютно зеленой, как земля, сама земля. Гея – земля. Богиня Земли Гея, собственно говоря. Этим все сказано. К ней обращаться можно. Деметрия. Сейчас я вам покажу. Если я ее не убрала подальше, вот она, Деметрия. За смертью стоит, видите? Вот, Деметрия. Мать-Земля. К Деметрии обращаются для урожайности. И такие ритуалы тоже я вам дарила для того, чтобы земля была урожайной, обращение к Деметрии. Пойдемте далее. Кого я назвала, собственно говоря, не назвала из богов, к которым можно обращаться простому человеку. Гера. К ней обращались для того, чтобы наступил мир в семье. Она покровительница семьи, брака, любви и так далее. Она изображается с павлином, такая горцует с павлином, тем самым показывая свое превосходство и, скажем так, отличие от других богинь. Вот она. Гера. Диана или Артемида. Знаете, здесь нужно подумать, для чего вы обращаетесь. Есть несколько аспектов. Если вы житель такого лесного массива или вы житель деревень, и вас рядом с вами охотничьи угодья, вы хотите поохотиться, и чтобы звери, птицы, их души на вас не злились, можно к ней обращаться. Если вы хотите защиты от диких животных, можно к ней обращаться. Но по возможности старайтесь особо ее не тревожить, потому что она очень мстительная богиня. И желательно, чтобы к ней обращались женщины.
потому что мужчин она терпеть не может. Она дала обет безбрачия, нарушила только один раз, когда влюбилась в Люцифера и родила ему Арадию. И после этого у нее не было мужчин, она разочаровалась в них и осталась безбрачной. Поэтому, если вы будете держать ее статую дома, то учтите, что она выгонит из вашей жизни вашего мужа. Это 100%. Арес. Марс. Ну, к Аресу вообще забудьте обращение, дорогие люди. К Аресу обращение только имеют право люди практикующие, то есть из жреческой касты. К Аресу обращаться не стоит. Он бог капризный, жестокий и очень может сделать так, чтобы испоганить вам всю жизнь, потому что он бог войны. Не забывайте об этом. Вот она, Деметрия, мать-земля. И, в общем, у Зевса 3 жены. Деметрия, Гера и все, Фемида. Про Афину Палладу я уже говорила. Аполлон. Ну, к Аполлону обращаются, когда хотят легких денег, легких развлечений, веселья в жизни, везения внезапное. Но Аполлон бог такой легкомысленный. Как дает, так и отбирает, причем с тройной силой. Поэтому с Аполлоном будьте осторожны. Гермес. Гермес или Меркурий, тот, который покровительствует купцам, тот, который помогает людям торговли. Вот его статуя для торговых людей очень даже нужная вещь, потому что Гермес поможет вам найти общий язык с любым клиентом, любого уговорить, хоть чукчем снег продать зимой. Гермес имеет такую особенность. И тем, кому Гермес покровительствует, кто ему нравится, он дает очень большую денежную удачу. Нептун или Посейдон. Ну, Нептун или Посейдон в основном для тех людей, которые имеют отношение к морю, к рыбалкам, или рыбный промысел, или у кого частые, скажем так, переезды по морю, по кораблям. Его задабривают таким образом. Выливают в воду горячительные напитки. Если помните, когда корабль первый раз спускают на воду, да, разбивает шампанское об нее. Почему? Это как дань Гермесу, ой, фу ты, Нептуну. Ему дань горячительных напитков. Вообще он любит красное вино. И почему говорили, что женщина на корабле к несчастью? Потому что Посейдон такой бабник и обязательно потребует отдать, значит, ему эту женщину и поднимет бурю, чтобы потопить корабль. Вот поэтому был выбор либо женщину выкинуть за борт, либо самим утонуть, собственно говоря. Поэтому старались женщин не брать, особенно красивых. Если брали, только старух. Говорили, что Посейдону старухи неинтересны. Ну, он все-таки мужик в самом соку. Да, ему как-то бабки не очень нравились. Хотя этот бабник украл Персефону, дочь Дмитрии, и она сходила с ума, и тогда Зевс решил сделать по справедливости и сказал, что полгода она будет проводить рядом с матерью, полгода с мужем. В данный момент она проводит время с матерью, поэтому у нас, да, поэтому у нас лето. И как только она собирается идти к мужу, Дмитрия начинает плакать горькими слезами, начинается осень, зима, а вот к весне она опять возвращается к матери. Вот такая вот интересная история. Ее еще называют Прозерпина ада. К ней обращаются практики для приворотов, к ней обращаются практики для наказания врагов. Ее здесь нету.
Это Персефона. Гефест. К Гефесту обращаются люди, которые имеют дело с металлом. К Гефесту обращаются люди, которые имеют дело с огнем, которые создают различные скульптуры и так далее, и так далее. То есть все эти огненные навыки покровительствует Гефест. Гефест вообще покровительствует искусствам, ремеслам и всему тому, что дает человеку безбедную жизнь. То есть, если вы с этим Богом найдете общий язык, то ваш взлет в ремесле обеспечен. Слушайте, не пишите глупости. Какие обереги? Все, прекратили глупые вопросы. Как было дело? Дело было так. Вот этот молодой человек, работяга, скромняга, любящий до безумия свою жену Гефест, вот она, красавица Афродита. Гефест был хромой. Говорят, что Гефест родился в тот момент, когда Гера и Зевс были в ссоре. И Зевс подозревал Геру в измене. Он сказал, что не верит жене, что этот мальчик, который должен родиться, его сын. И Гера была готова на все, чтобы помириться с мужем. Для того, чтобы задобрить мужа, как только родила Гефеста, взяла его за ноги и выкинула с Олимпа вниз. Мол, если ты не хочешь этого мальчика, то я тоже его не хочу. Лишь бы ты от меня не ушел. Гефест упал вниз и повредил ногу. Зевс разгневался на жену, и говорят, что чуть ли не молнией убил, уже был готов убить ее. Боги тут прилетели, стали умолять отца богов, чтобы он этого не делал. И Зевс приказал поднять на Олимп своего сына, который был только рожден. Его подняли, преподнесли отцу, но из-за падения его нога была хромая. И вот мать из-за чувства вины всю жизнь от того, что она ему искалечила жизнь, хотела сделать ему как можно больше добра. Она приказала построить ему мастерскую, она ему дала сферу человеческой деятельности, ремесла, покровительствовать. Она, да, попросила, значит, уговорила Афродиту выйти за него замуж, мол, хороший мужик, терпится, слюбится. Гефест был действительно такой мастер высшего класса. Он подарил то есть золотой трон необычной красоты своей матери. Он мастерил украшения своей любимой Афродите, такие, что боги Олимпа ахнули. Но Афродита любила другого. Афродита любила Ареса, бога войны. Вот почему женщины любят агрессивных мужчин. Вот почему любовь и война идут рука об руку. Вот почему любовь не выбирает спокойную, тихую жизнь с хорошим Гефестом, а выбирает изменчивого, вероломного, агрессивного Ареса, Марса, который все время ей изменял. Он ее бил, доводил до слез. И пока она была в браке с Гефестом, она рожает от него, кого бы вы думали, Амура, Купидона. Гефест понимает, что жена родила не от него, но поскольку он безумно ее любит, он делает вид, что он ничего не понимает, принимает этого ребенка. Но в конце концов их свидания, их любовные утехи доходят до такой наглости, что однажды Гефест их застал в постели. Да. Их застал в постели, и после этого он с ней развелся. Вообще говорят, что он сделал таким образом, чтобы
пружины этого ложа любовного Афродиты и Ареса прижались друг к другу и создали некий капкан, из которого они не могли выйти. И вот 7 дней, 7 ночей Гефест их не выпускал. И для того, чтобы не замерзнуть, поскольку они находились на вершине Олимпа, поскольку боялись замерзнуть, им приходилось 7 дней, 7 ночей заниматься любовью. Ну, в общем, после этого Гефест их отпустил. Видать, он был мазохист, нравилось ему это дело. Не знаю, как объяснить. И Афродита вышла за своего любимого Ареса. И по сей день является его женой. Почему Афродиту изображают с голубем в руках? Говорят, когда Марс собрался на войну, хотел взять свой шлем и увидел, что голубь со своими маленькими птенчиками находится в его шлеме. Он разозлился, уже хотел стряхнуть и выкинуть их, но Афродита взмолилась, умоляла его: подожди, пожалуйста, пускай они оперятся, пускай улетят, потом их выгонишь. И вот Аресу пришлось ждать целых полгода, пока птенцы оперятся, пока улетят, и только тогда он взял свой шлем и спустился на поле битвы. То есть голубь своим этим поступком полгода весь мир удержал от войны, и был мир. Поэтому голубь становится символом мира. Понимаете, откуда это? Дальше. Поскольку у нас не столь много времени, давайте перейдем уже к практикам. Зевс, громовержец. К Зевсу обращаются только практики или только через жрецов, поскольку он отец богов. От него очень многое зависит, и с ним нужно быть осторожным, потому что он может очень страшно покарать за неправильное, неосторожное обращение к нему только практики или через практиков. Пойдемте далее. Значит, Мориган, богиня войны. Богиня войны и магии в кельтской культуре. К ней обращаются только через практиков, поскольку она опасное божество, и она может покарать за неправильное обращение. Фемида обращаются только практики, потому что она и сама карма, сама, скажем, карающая рука Вселенной, но не практикующие могут обратиться к ней только за справедливостью. Не далее. Все ритуалы, все, скажем так, ритуалы, которые соответствуют ее культу, выполняются только практиками. Аид. К Аиду обращение только через практиков. Самоличное обращение к Аиду очень чревато. Лилит. Ее часто путают с Инанной и Иштар. У них есть определенные функции одинаковые, но в принципе они абсолютно разные божества. Демоница, любимая жена сатаны, та, которая стала его супругой впоследствии. Я вам говорила, что есть темный хаос, есть сторона богов. Откройте, посмотрите. Откройте, посмотрите мою лекцию «Дьяволическое древо». Значит, так, представляете, забыла имя божества. Яна, напомни. Ахриман. Черная сторона, темная сторона. Ахриман в зороастризме черный дух, то есть сила зла, отец зла. И к Ахриману обращались только избранные жрецы, и то очень тайно, и вообще к Ахриману даже близко не подходите. Простые люди или люди, у которых практика меньше 15 лет хотя бы.
Это не просто слова. Многие думают, что я говорю, но они хотят быть как я, тоже, понимаешь? Ну, тоже хотим, мы тоже хотим, а почему нам нельзя? И мы хотим, мы. Авось пронесет. А потом через некоторое время поймут, что ничего не пронесло, но я их предупреждала. Как хотите. Фрея, супруга Одина, любительница кошек, ключница. У нее есть несколько воплощений. Если вы к Фрейе обращаетесь за помощью для семейных отношений, вообще здесь рунная магия, поэтому к Фрейе простому человеку обращаться не очень рекомендую, если только на словах. Руны вообще не трогайте. Руны очень опасны. Руны, трогающие люди, сходят с ума. И пример тому вы видели много раз. Я думаю, вы много раз видели такой пример, когда люди, которые баловались рунами, сходят с ума, потом на своих каналах обезьяничают, всякую ерунду выкладывают. Вообще уже понятно, что это последняя стадия шиза. Лилит. Это немножко другая статуя, более шумерского типа. Это междуречие, это шумеры. Крылатая демоница, шумерское божество Лилит. Это практики. Она отвечает за сексуальность, она отвечает за помощь через демоническую рать, она отвечает за наказание врагов, она отвечает за помощь, за то, чтобы духи зла поселились в доме ваших врагов и так далее. Поэтому к Лилит только через практиков. Ахура Мазда, верховный бог, бог справедливости, создатель вселенной и так далее, и так далее. В зороастризме обращаться может каждый человек. Я давала ритуал обращения к Ахура Мазда. Очень сильный ритуал, очень мощный ритуал, и многие хвалят и говорят, что после проведения, после обращения к Ахура Мазда их жизнь стала меняться. Я вам говорила, даже изображение его хранить в доме, в вашем доме никогда не будет ни пожара, ни воров, ни происшествий, ничего. Нет, ну будут семейные, если какие-то там есть неурядицы, но именно вот таких катастроф не будет никогда. Охраняет. Люди, которые носили его изображение, люди, которые... Ну, в общем, охраняет он, Ахура Мазда. Так, пойдемте далее. Ну да. Помню, я обзавидовалась, конечно. Она, знаешь, кого выставляла, Максим? Она выставляла богиню Хел, разрушение Хел. Кстати, Хел мне нужна будет. Надо будет заказать в ближайшее время. Она Хель приобрела. И после этого у нее крышу снесло. Я, конечно, от зависти померла, но потом она от позора сдохла. Да, с ума сошла. Ну и, кстати, и Шнабак вам пример сумасшествия. Сумасшествие Шнабак и ее голые съемки тоже говорят о многом. Ну, там, конечно, рожа, не дай Боже. Ой, Боже. Знаете, что я заметила? Я заметила, что чем уёбищнее баба, тем красивее она себя считает. С чего это так, не знаете? Может, это специальная программа, чтобы она с ума не сошла от своей красоты? Серьезно, может, это внедрено в мозг, чтобы человек, ну, от боли не сдох, от переживания. Поэтому ей внедряют, внушают, что она красавишна. Моль, блядь. I'm sorry, извиняюсь. Все хорошо, пошли дальше. Не, серьезно, почему так происходит? Что чем уродливее баба, тем красивее она себя считает. Я видела таких баб, которые высмеивали красавиц, просто красавиц. Вот сидела такая баба с огромным носом, губы тонкие, значит, ну вот просто вот такая, знаете, кастрюлька. Вот чемоданчик вот так сидит с золотыми зубами. И проходит девушка, длинные волосы, вот грудь, извиняюсь, все как надо. И она сидит, ее обсуждает, и я в таком удивлении смотрю на ее сторону.
Я в шоке была. Я просто была в шоке от того, что она считает, что та некрасива. Я хотела сказать, тебе, может, зеркало подарить, чтобы ты там бибизяну увидела, твою мать. И вот эти вот бибизяны, носачи, ой, не замечают свое бибизянство. Пойдемте дальше. Ой, ужас. Ужас ужасный. Да, им, наверное, так легче жить. По-другому не знаю, как объяснить можно. Да. Самое приятное, что кликухи-то мои им липнут. Шнабак Петровна. Человек сама себя и назвала. Здравствуйте, с вами Шнабак Петровна. Ладно, блин, что я её вспомнила на ночь глядя. Мне еще сны страшные будут сниться, блин. С ее огромным носом, не дай бог. Пойдемте дальше. Так. Все, все запуталась, забыла. От блин, а. Сехмет. Дорогие друзья, Сехмет и богиня Баста – это одно воплощение. Вот поэтому я говорю, будьте осторожны. Если Баста в вашем доме создает мир и спокойствие, значит прекрасно, пусть она у вас будет. Если Баста создает в вашем доме неурядицы, если вы чувствуете от нее опасность, тогда не стоит, потому что Баста – это воплощение Сахмет, понимаете? Как бы это сказать? То есть это одно и то же божество. Здесь она спокойная, уравновешенная, добрая, а здесь она свирепая. Говорят, что когда люди посмели оскорбить верховного бога Амона-Ра, то Сахмет спустилась их наказать. Она их убивала беспощадно и пила кровь. И боги пришли ее остановить, не смогли. Тогда Анубис придумал такую интересную вещь. Вместо... да, это мне Наталья прислала, кстати. Вместо крови принес ей, то есть налил ей вина. Она опьянела, уснула и проснулась уже Бастой. И вот эта война закончилась. Так что учтите, когда она перевоплощается, она становится из кошки в львицу и превращается в воина. Это две стороны женской сути. Тем самым показано, что женщина может быть очень свирепой и агрессивной. Кстати, хочу сказать, что женщины-преступницы более жестокие, женщины-правительницы более жестокие, более беспощадные, чем мужчины. Чтобы вы знали. Любую правительницу возьмите, абсолютное спокойствие. Спокойствие, в отличие от мужчин, хозяйственность. Пойдемте далее. Геката. Здесь несколько статуй. Геката, Геката Тривия. Матерь колдунов и ведьм. Она же из восточного пантеона, пришедшая в греческий пантеон. Ее боятся. Она очень редко выходит на пир богов. Ей это не интересно. Она живет обособленно в своем черном царстве, учит колдовству, обходит дозором все перекрестки по ночам. И она руководит царством, миром теней и кошмаров. Говорят, что из ее уст исходит вой, что она слепа и видит внутренним зрением и так далее. К Гекате обращение только практикующих людей и более никого. Пан. Дорогие друзья, Пан был не просто пастухом, Пан – пастух определенных духов, то есть духов, сущностей, которые
беспризорные, да, сущности, которых полно на наших астральных этих сферах. Так вот, пан есть их пастух. Если пан благоволит к вам, то эти духи вам подчиняются. Это к практикам. Арадия, дочь Дианы и Люцифера. Первая ведьма, та, которая научила всех ведьм колдовству, которая дала им знания и ушла. Ушла к своей матери. Она есть и в сфере богов, она есть и в сфере дьяволическом. Откройте дьяволическое древо, чтобы понять, что такое дьяволическое древо, что такое божественное древо, дорогие друзья. Там все объясняется, и вам станет все понятно, станет на свои места. Многие боги становились демонами, многие демоны становились богами, переходили из одной сферы в другую. И эти две сферы хаоса друг другу не мешают. Они существуют отдельно друг от друга. Бог не создавал дьявола, и дьявол не создавал Бога и богов. Они совершенно разные сферы. Это два древних составляющих, скажем так, древних составляющих Вселенной хаоса. Вы чем слышите? Я только что сказала, что это страшное божество. Естественно, нельзя. Опасно. Локи. В кельтском пантеоне бог путаниц, бог, создающий хаос, но точно так же помогающий этот хаос развязать и открыть. Бог, который дает знание, как преодолеть в этом мире препятствия, как преодолеть все хитроумные капканы, которые он сам же и придумал и расставил. То есть, если Локи к вам благоволит, то у вас не будет проблем с врагами, и вы будете опережать его на много шагов вперед. Это я сейчас говорю для практиков, повторяюсь. Пойдемте далее. Дьявол. Дьявол и все, что связано с дьяволом и с культом. Все, что связано с дьяволом и его культом. Дорогие друзья, это работа только практикующих. Это работа ведьм, которые уже не первый день находятся в этом культе, чтобы вы знали. Даже не вздумайте коснуться, если у вас нету практики хотя бы лет 10-15. К дьяволическим силам коснуться не смейте, потому что уносит ребенка, уносит жизнь, уносит все. Это мой вам совет. Еще раз говорю, те, которые считают, что авось пронесет, мол, пускай болтает, что хочет, Господи, мы же все можем, что мы не можем прочитать, узнать, сами делать. Пусть говорят. До поры до времени все так говорили, потом исчезли с арены истории, не знаю, куда делись. Неизвестно, что с ними стало. Я вам говорю, я вас предупреждаю, остальное ваше дело. Больше я нервничать не собираюсь. Бафомет. Бафомету у меня посвящено несколько ритуалов. Бафомет есть посланник богов. В нем собрано все, скажем так, он собирательный образ сил тьмы. Это я сказала первое, потому что я изучала летописи тамплиеров. А потом за мной все начали повторять. Теперь смотрите. Бафомета часто путают с сатаной. Это не так. Бафомет – это полубожество. Как он создан? Одна сторона мужская, другая сторона женская. Рога говорят об упорстве. Козлиная голова говорит о древнем культе, древнем еще архаическом культе. Значит, крылья за спиной говорят о его быстроте, о том, что он быстр и очень быстро достигает всех сфер, куда его отправляют боги.
одна рука поднята вверх. Этот жест знаком вам? У мусульман часто встречается. Рука вот так вот, палец вверх. Показывает, мол, верим в Аллаха, в Бога. Вот. Так вот, рука Бафомета также поднята вверх. И на нем написано «сгущаю». Другая рука вниз, написано «растворяю». Значит, кадуцей и две змеи вокруг определенного мужского начала. Сидит на земле, это означает, что он имеет власть над людьми, если ему нужно это. Вы воспринимаете, понимаете, вот, например, когда ты изучаешь в университете нумерологию, нумизматику, значит, геральдику и так далее, ты понимаешь, что эти символы для чего в статуи внедрялись. Это не просто красота. Эти символы имели определенные значения, дорогие друзья. Козлиная голова, упорность, упорство, упертость и так далее. Звезда на лбу. Это все стихии, включая верхние миры и нижние миры. Факел между рогами, несущий знания богов, миру, людям. Это не злое божество и не доброе божество. Это всего лишь посланник богов. Но если с ним наладить связь, практику, то он очень во многих вопросах может помочь. Пойдемте далее. Кельтское божество, но немножко так, очень много туда, скажем так, внедрено. 3 этапа женского взросления, 3 этапа Луны, 3 воплощения 3 богини Гекаты. Смотрите, юность девушки, женственность, женское время, беременность ее и старость. Луна какая бывает? Растущая, да, молодая луна. Потом идет круглая луна и уже убыльная луна. То есть 3 возраста, 3 психологических возраста человека. Это юность, молодость, старость. Вот. Также это говорит о ремесле. Когда человек изначально приходит в ремесло, вот видите, у нее в руках что? Голубь. Она хочет делать очень много добра, она переполнена нежностью. Потом она становится матерью, то есть она становится совладелицей вот этих всех знаний. В ней добавляется мудрость. После старуха с совой, что говорит о том, что она всецело отдалась уже темным силам и живет для себя, и не считает нужным весь мир улучшать, понимаете? Пойдемте дальше. Анубис. Незаконный сын Осириса и Нефтиды. Она влезла к нему, обманув его, приняв, значит, вид, лицо Изиды. От этого брака родился Анубис с головой шакала. Анубис есть судья, Анубис есть сопровождающий в мир мертвых. И к Анубису обращаются для того, чтобы получить возможность соединяться с миром мертвых. Если у вас дома есть Анубис или что-либо напоминающее Анубиса, срочно уберите. Потому что если Анубис оказался в доме обычного человека, он рано или поздно должен выполнять свою функцию, кого-то сопроводить в мир духов. Есть Анубис, взяли где-то, в Египте где-нибудь купили, уберите или отдайте человеку практикующему. Анубис обычному человеку дома держать нельзя. Это закончится плохо. Дальше. Сатаниэль. И это очень старинная статуя. Некоторые говорят, что он был у некого чернокнижника когда-то. Но неважно. Куплено это на аукционе, отправлено мне, внизу гранит. Он довольно тяжелый. Сатаниэль – ключник бездны. Князь Сатаниэль – это перевоплощенная сила тьмы в христианстве, скажем так, христианский эгрегор, вторая сторона христианского эгрегора. Хотя люди невежды, люди абсолютно невежды, они считают, что ведовство – это сатанизм.
Но к сатане ведовство никакого отношения не имеет. Но каждому идиоту объяснять мы не можем. Об этом уже было сказано в начале. Есть такая версия, что в древние времена у жрецов была общность, у жрецов была связь между собой. Они общались определенными способами, передавая информацию, и управляли миром жрецы. Поэтому мир был чище, лучше и счастливее. Когда миром стали управлять светские люди, вот тогда мир погряз в этом. И чем дальше, тем хуже. Это тривия Геката. Об этом я уже говорила. Трехликая Геката. 3 воплощения Луны. Не будем к этому возвращаться. Лунное божество. К ней обращаются как к началу начал, с просьбой усилить в колдовском ремесле, скажем так. Это все, собственно говоря, дорогие друзья, это все божества, к которым обращаются только практикующие. Поэтому вам к ним вообще никакого касания иметь не рекомендую и не советую, если хотите быть целыми. Поскольку у меня садится батарея, я сегодня на этом лекцию закончу, завершу. Да, еще Керридвен, кельтская богиня Керридвен. И она богиня колдовства, знания, умения и прочее, прочее, а еще жертвенности. То есть она знает, что нужно жертвовать для того, чтобы изменилось что-то в жизни и прочее. Керридвен темное божество, к ней тоже обращение только через жрецов. Кто у нас еще? Один. Один, тот, который владеет рунами, тот, который отдал свой один глаз для знания. Он полноправный владелец рун. Рунная магия не для простого человека, рунная магия не для начинающего человека. Рунная магия может свести с ума. Я об этом уже говорила, и примеры приводила, и вы это все видели и знаете. Одним словом, дорогие друзья, прежде чем трогать какое-либо божество, обращаться, или где-то вы что-то прочитали и хотите сделать, спросите, чтобы плата не была очень дорогой. Потому что я знаю случаи, когда люди трогали руны, и у них умирали близкие. И это реальные случаи, и я вас не запугиваю. У вас есть своя голова на плечах, и вам решать, хотите вы жить или не хотите вы жить. Это уже, как говорится, ваше личное желание. А я на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и всех благ.